Буквально через 2 недели будет уже полгода, как длится 2025. И за это время уже успело много чего произойти на видеоигровой сцене. Так давайте же пробежимся по тому, что было и что нас еще ждет, и предположим, какое противостояние нас может ждать в конце этого года на The Game Awards в номинации «Игра года». Здорово, народ! Меня зовут Лев. И давайте, пожалуй, начнем с актуальных новостей и вспомним то, что нас точно не ждет, а именно GTA 6. По всем возможным предварительным оценкам, прогнозам и прочее, исходя из сообщений внутри компании и слухов, игра должна была выйти в сезон праздников в 2025 году. А именно в ноябре или около того. Однако в начале мая ребята из Rockstar вышли и перенесли релиз, снабдив нас вторым трейлером игры. Уже более сюжетным, однако, к сожалению, без какого-либо геймплея. И не то чтобы я лично сильно расстроился, ибо, как мне кажется, несмотря на высокую детализацию и проработку проекта, которую мы увидели в трейлере, сама игра не принесет абсолютно ничего нового в свою же геймплейную формулу. Однако, где-то на Reddit люди даже закрепили пост помощи для людей, которые слишком сильно расстроились из-за изменений даты выхода игры. Но давайте мы не будем задерживаться на том, чего у нас нет, и лучше поговорим о том, что уже есть. Практически с самого начала года нас стали заваливать крупными и не очень релизами, словно из рога изобилия. И первой игрой, которая навела достаточно много шороху в инфополе, была Kingdom Come Deliverance 2, которой, кстати, недавно вышла DLC. Игра, если вдруг кто не знает, представляет собой прямой сиквел полюбившейся игрокам средневековой RPG от чешской студии Warhorse, созданная под руководством геймдизайнера Даниэля Вавры, который в свою очередь приложил свою руку к таким легендарным проектам, как Mafia и Mafia 2. События продолжения разворачиваются вскоре после завершения первой части, а главным героем вновь выступает Индрих из Скалицы. На этот раз молодому воину предстоит отправиться в эпического масштаба приключения по Богемии 15 века, чтобы разобраться с королем Сигизмундом, который узурпировал престол. Игра получила высокие отзывы как у критиков, так и у игроков, и выглядит так, что она открывает хит-парад номинантов на игру этого года. Лично я сам прогрелся на покупку игры, однако она пока лежит мертвым грузом в бэклоге и ждет своего часа. Но есть цель пройти всех будущих номинантов на GOTY, чтобы смочь оценить по достоинству каждую из представленных там игр. Помимо всего прочего, в феврале вышла Monster Hunter Wilds, которая в свою очередь просто разорвала онлайн из Steam и стала в этом году пока что игрой с самым высоким стартовым онлайном. Однако тут, мне кажется, сыграл какой-то эффект толпы, поскольку, несмотря на в целом неплохие оценки, многие игроки жаловались на не самую лучшую оптимизацию на практически любом железе. Также в феврале вышла многострадальная AWO Total Obsidian и очередной спин-офф по Якудзе Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, где нам предлагают взять на себя роль одного из самых поехавших персонажей серии. Дальше март, и там у нас тоже была парочка таких громких во всех смыслах релизов, первым из которых стал Split Fiction. Это очередная кооперативная адвенчура от Юсуфа Фареса, человека, который не боится в прямом эфире послать Оскар нахуй, и его студии, которая уже собаку съела на производстве игр такого рода под названием Haze Light. Создатели It Takes Two, на секундочку, лучшей игры 2021 года по версии The Game Awards и множество профильных изданий, выпустили очередное произведение геймдизайнерского искусства, где буквально каждый час полностью меняется обстановка происходящего и где вы точно не устанете до самого конца. Приятным моментом в этой игре является то, что если вы хотите поиграть с другом, если он у вас, конечно, есть, то вам нужно купить всего одну копию игры, потому что у игры есть специальный гостевой клиент, который позволяет подключиться к игре того человека, у которого она приобретена. Ну и, конечно же, говоря про февраль, нельзя не упомянуть игру, которая подрывала пятые точки на протяжении года до своего релиза, а именно Assassin's Creed Shadows. И если вы, как и я, претесь по сеттингу Японии периода Сенгоку Дзидай, любите крошить всех своих врагов катаной или просто хотите выключить мозг и просто позачищать аванпостики,
то в целом эта игра определенно для вас. Несмотря на шквал критики и вообще всех возможных инфоповодов вокруг этой игры, она смогла собрать довольно неплохие оценки, что позволяет определить игру, наверное, в рейтинге крепких среднячков, что тоже в целом неплохо. Не всем же быть шедеврами, верно? И вот мы вплотную подобрались к апрелю, где вышла пока, наверное, самая громкая, самая успешная, самая захватывающая во всех смыслах игра, и которая является на текущий момент самым главным претендентом на звание лучшей игры этого года. И, конечно же, речь идет про Clair Obscur Expedition 33. События игры разворачиваются в мире, который терроризирует потусторонняя сущность по прозвищу Художница. Каждый год она выходит из спячки и рисует число на своем огромном монолите. И через год после этого все люди соответствующего возраста погибают. Чтобы остановить это чудовище, группа добровольцев отправляется в свою опасную экспедицию. Вы только вдумайтесь, этот проект стал самой высокооцененной игрой по версии игроков на Metacritic, обогнав такие игры как Ведьмак 3, Baldur's Gate 3 и Elden Ring. Игра после своего выхода мгновенно стала хитом, и спустя буквально 3 дня после релиза она разошлась тиражом в 1 миллион копий. А за 2 недели эта цифра достигла 2. И это при том, что игра доступна по подписке в геймпассе. Для дебютного проекта новой студии, в которой работает всего 30 человек, это нереальный успех и громкая заявка о себе на весь мир. И вот мы добрались до нашего актуального времени. И, конечно, тут можно сказать, что май еще не закончился. И я вам скажу, что вы абсолютно правы. Однако самые громкие релизы этого месяца уже тоже отгремели. Первой такой игрой является не то чтобы самый оцененный и не то чтобы кем-то ожидаемый проект. Но я просто не могу не включить его в этот список. Легендарная игра под названием «Приключения Капитана Блада». И вы можете спросить, а что это вообще такое и почему она вообще в этом списке? Да, все на самом деле очень просто. Наверное, если не соврать, то это самая долгая по времени производства игра в принципе. Чтобы вы понимали, ее анонс был сделан еще 22 года назад, а именно в 2003 году. Но, к сожалению, ее производство отменили в 2010-м, практически перед самым релизом. И вот, спустя столько времени игра наконец-то добралась до игроков. О том, что игра официально увидит свет, стало известно летом 2024 года, хотя за несколько лет до этого в сеть утекла почти полностью готовая сборка. И если вы любите игры про пиратов и хотите пробежать легкое приключенница, и вы не особо графодрочер и в целом нормально относитесь к старым играм, то эта игра точно для вас. Ну и, конечно, буквально самый свежий релиз, который вышел на прошлой неделе, это Doom The Dark Ages. Первая за 5 лет часть в серии культовых шутеров о палаче Рока, сражающемся с нескончаемыми силами ада. The Dark Ages является приквелом к 2 другим предыдущим Doom и рассказывает о том, как главный герой оказался в центре средневековой войны с демонами. Как всегда мясисто, как всегда драйвово и динамично. А еще приятным бонусом идет крутейшая оптимизация, что, во-первых, позволит запустить игру чуть ли не на картошке, а во-вторых, является достаточно редким явлением в актуальное время. И это только свежие тайтлы. Так-то за полгода были еще и порты с ремастерами таких игр, как Final Fantasy VII Rebirth, Marvel Spider-Man 2, The Last of Us 2, ну и, конечно же, ремастер Обливиона, куда же без него. И вот ты такой смотришь на весь этот список и думаешь, а где взять денег столько, чтобы все это купить? Или, может быть, просто оформить геймпасс и не париться? И если ты не знаешь, как это сделать быстро и безопасно, то тут у меня есть ответ – FunPay. FunPay – это игровая площадка, где моментально можно пополнить баланс, купить игровые ключи или приобрести подписки на нужные тебе игровые сервисы. Более сотни продавцов готовы предложить тебе нужное за считанные секунды, без ожиданий и танцев с бубном. Преимуществом платформы является то, что там продают такие же геймеры, как ты или я.
с которыми ты можешь связаться и пообщаться до покупки, узнав все необходимые тебе подробности. Продавцам выгодно, чтобы ты купил именно у них, и поэтому цены ниже, чем где-либо еще. И ты можешь найти и выбрать то предложение, которое подойдет именно тебе. Плюс вся сделка защищена. Продавец получит деньги только тогда, когда ты проверишь, что товар у тебя. Так что, если хочешь быстро и безопасно, то просто заходи на FunPay и бери то, что нужно именно тебе. Так, ладно, ну а теперь давайте-ка поглядим, какие крупные релизы нас ожидают в оставшейся половине года. В следующем месяце выходит продолжение одной из моих самых любимых и обожаемых игр, и лично мой заочный кандидат на звание игры года Death Stranding 2 On the Beach. Судя по всему, в первой части мы отодвинули выход смерти не на очень долгий срок. И Сэму Бриджесу в исполнении Нормана Ридуса теперь придется объединить не только Америку, но и весь мир. Ждем огромного количества графомании, философии, омажей и интересных идей. В общем, всего того, за что мы любим Кодзиму. Выход уже скоро, 26 июня, но, к сожалению, пока только для PlayStation 5. Однако, зная историю прошлой части, я бы на вашем месте не парился, и через полгода игра спокойно доберется и на другие платформы. Также в июне выходит очень интересный лично для меня, хоть я не являюсь фанатом футбола, проект от разработчиков Sifu под названием Rematch. Rematch — это игра, где каждый игрок управляет одним футболистом из команды в быстрых матчах в формате 5 на 5. Во время тестирования онлайн-игры только в Steam перевалил за 90 тысяч участников, что говорит о явном интересе публики к проекту. К сожалению, в июле каких-то особо громких проектов нам ожидать не стоит. Однако, если вы хотите просто приятно провести время, то вас ждут ремейки таких игр, как Tony Hawk Pro Skater 3+4 и Patapon 1+2. Легендарный ритм-сайд-скроллер, изначально выходивший только на платформе PSP. Август также не блещет особым разнообразием, однако пара интересных проектов все же будет. Во-первых, 8 августа на всех платформах выходит Mafia Old Country. Игра, действия которой разворачиваются на территории Сицилии начала 20 века, станет приквелом знаменитой серии. И это, если честно, звучит очень интригующе, так как мы наконец-то отойдем от сеттинга итало-американской мафии, которую мы неоднократно видели благодаря фильмам, сериалам и тем же играм, и погрузимся в ту часть истории, про которую мало чего известно. Ну, а во-вторых, в августе выходит ремейк Metal Gear Solid 3 под названием Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Одной из причин выхода ремейка стало осознание разработчиками того, что многие представители нового поколения не знакомы с серией Metal Gear. Несмотря на то, что игра имеет цифру 3 в своем названии, она идет первой по хронологии во всей франшизе, и поэтому, как сказали разработчиками, стала идеальным выбором для создания первого ремейка. Хотя, как по мне, игроки, не имеющие представления о том, что за сюр тут происходит и почему эти персонажи важны для франшизы, не смогут полноценно проникнуться их историями. Но я буду рад ошибаться. Дальше у нас сентябрь, и, как по мне, там из интересного вы не поверите, но тоже всего парочка релизов. Первый — это, конечно же, Borderlands 4. Действие игры впервые развернутся не на планете Пандора, нет, не на той, где ходят синие Нави, а на планете Кайрос. Игрокам предстоит объединиться с местными фракциями и повстанцами, чтобы свергнуть режим Хранителя Времени. По сюжету этот тиран контролирует жителей с помощью кибернетических имплантов и армии синтетических солдат, известных как Орден. Игроки будут исследовать 4 региона планеты, встречать новых и уже знакомых персонажей, сражаться с врагами и взаимодействовать с фракциями, которые стремятся обрести свободу. Второй игрой этого месяца, но уже, как мне кажется, под вопросом, станет новая игра от Bungie под названием Марафон. Если вы не слышали, что это за игра, то на канале есть отдельный про нее ролик. Но если вкратце, то это экстракшн-шутер в мире будущего, который основан на игре с одноименным названием из 90-х и которая является, если можно так сказать,
непрямым продолжением. Но что же там с игрой и почему она может не выйти в указанный срок? Проблема в том, что буквально за короткий срок игра умудрилась вляпаться в несколько неприятных ситуаций. Первое – это критика альфа-версии игры. Но тут, если честно, я на самом деле не могу понять, что не так. По словам инсайдеров, закрытая альфа показала, что у игры проблемы с визуальным стилем и общей атмосферой, а сообщество восприняло первый геймплей прохладно. И если идти от этого, то визуальный стиль и его восприятие – это дело сугубо индивидуальное, и оно просто не может нравиться всем. Лично я балдею от того, как выглядит стиль марафона, и очень хочется посмотреть на игру, когда графика в ней будет полностью закончена. Вторая проблема заключается в том, что в игре нашли работы художницы, которые разрешения на их размещение не давала. Bungie признала, что один из бывших уже сотрудников студии включил эти элементы в текстурные листы, которые использовались в игре. В результате чего в игре начался полный аудит всех визуальных материалов. Это позволит разработчикам исключить использование в игре чужих ассетов без разрешения. А если подобные материалы в игре и обнаружат, их либо удалят, либо переработают. И, как вы понимаете, это не то, чтобы позитивно сказывается на времени разработки игры в целом. Ну и на фоне всей этой истории моральный дух в компании упал ниже плинтуса. Так что держим кулачки и верим, но ситуация выглядит сейчас как действительно 50 на 50. Ну и пока последней, как по мне, интересной игрой второго полугодия становится Ghost of Yotei. Возможно, появятся даты релизов еще чего-то, но пока загадывать рано. Игра является, я бы сказал, если не прямым, то духовным сиквелом Ghost of Tsushima. Действие игры развернется в 1603 году, спустя более чем 300 лет после событий первой части. Главной героиней экшена выступит женщина по имени Ацу. Ей предстоит отыскать 6 разбойников, которые убили ее семью и оставили ее саму умирать. Приключение будет происходить в землях вокруг горы, собственно, Йотей, которая располагается в центре бывшей республики Эдза. Выходит игра 2 октября эксклюзивно для PlayStation 5. Но, как опять же мы знаем, только пока. Я думаю, в течение года стоит ожидать релиза и на ПК. Подводя черту, если поглядеть на список игр, выходящих в этом году, не считая разного рода порты, то мы имеем почти по 2 жирных релиза в месяц. Лично я не знаю, где на каждую из этих игр взять время, потому что практически во все из вышеперечисленного, из того, что вышло или еще выйдет, я если не поиграл, то очень хочу это сделать. И вот, глядя на все это великолепие, поневоле начинаешь задумываться, а что нас ждет в финальной битве? Какая игра возьмет заветную статуэтку на The Game Awards 2025? Явно, что в этом году выбор будет дико сложным по сравнению с 2024. У нас есть несколько крутейших тайтлов, каждый из которых по-своему тянет на игру года. И вот как примерно выглядит лично мой шорт-лист номинантов. Конечно же, на первом месте идет Экспедиция 33. Это, безусловно, один из главных фаворитов. Оригинальный сеттинг, мощный визуальный стиль, нестандартная боевка и эмоциональный сюжет. Все это в совокупности не оставит никого равнодушным. Это та игра, которая залетела в сердца игроков моментально и, скорее всего, будет сражаться за главную награду до самого конца. Далее, конечно же, Split Fiction от Hazelight. Она по-любому будет в номинантах, однако я думаю, что Фореса прокатят с наградой, лишь потому, что похожая игра от его студии уже брала статуэтку. И, конечно же, дальше идет Kingdom Come Deliverance 2. Она определенно будет в списке и, как мне кажется, будет основным антагонистом для экспедиции. Однако, зная также о неоднозначности премии и предвзятости ее создателя Джеффа Килли, я не удивлюсь, если главную награду года заберет Death Stranding 2 On the Beach. Также еще один потенциальный номинант — это Doom Dark Ages, но тут точно без каких-либо шансов на победу. И, скорее всего, последним будет точно Monster Hunter Wilds, если, конечно, не выйдет какой-нибудь Silksong, например.
Но тут надо тоже понимать, что до конца года еще далеко, и данный список вполне может измениться. А пока пишите, во что вы уже успели поиграть в этом году и во что еще планируете. А также, кто, по вашему мнению, достоин взять награду «Игра года». Ну и не забывайте поставить лайк этому видео, а также нажать кнопку подписаться, если вы по какой-то причине еще этого не сделали. Ну, а у меня на этом все. До скорых встреч и пока-пока.